Всем привет! Я вот на эту территорию еще не заходил. Всю жизнь контент потреблялся либо на телевизорах, либо же на многочисленных мониторах, но этот соблазн пульнуть изображение в почти неограниченных масштабах куда-нибудь на стену всегда будто бы был 25-м кадром рядом со мной. Ведь чем больше изображения, тем глубже погружение в процесс. Даже телевизор у меня 65 дюймов, для обычной квартиры, мне кажется, идеальный вариант, но и данную возможность я, конечно же, упустить не мог. Хочу поделиться с вами распаковкой и обзором проектора бренда Tandial марки TD98. Прежде всего меня привлекло сочетание цены с исключительно 5-звездочными оценками и благодарными комментариями от людей, которые его уже купили. Но и главное, что он на нашем любимом андроиде, и сюда можно накатить что угодно на наше усмотрение. Как и на телевизор, но вот только телевизор мы не сможем взять куда угодно. А проектор вообще на изи, он весит всего 2 килограмма и поместится в любой рюкзак. Меня же больше всего интересует уровень яркости, контрастности, насыщенности цветов и до какого размера я могу увеличить изображение, чтобы оно смотрелось достойно. По счастливой случайности у меня есть целая пустая стена для этой цели. Она будто бы ждала своего часа, даже никакое полотно вешать не придется. Но и в конце, после всех тестов, мы, конечно же, подключим его к ПК и запустим наш любимый Resident Evil, чтобы лопать томагавком пузыри, так сказать, во весь рост. Ну а теперь давайте же его распакуем. Значит, на борту 2 гигабайта оперативной памяти плюс 32 гигабайта физической, прямо как на моем телевизоре. Система с этими характеристиками работает без нареканий. Обзор телека также на канале присутствует, кто хочет, может ознакомиться. Так вот, проектор оснащен двумя разъемами HDMI 2.0, 2 USB, стандартным эзернетовским разъемом для интернета, то есть стоит понимать, что это уже самостоятельное устройство для потребления любого контента, который существует в природе. Bluetooth и Wi-Fi на частоте 5G, конечно, также предусмотрены. Помимо 15-ваттного встроенного динамика имеется и разъем для подключения чего-то потяжелее. Но и этот динамик меня приятно удивил. Я вам чуть позже включу звук, записанный прямо с камеры. Да по сути сюда что угодно можно впендюрить, эта штука всеядная. Само устройство выполнено со стилем, современный дизайн с сенсорным управлением и подсветкой. Еще пульт, куда ж без него, и HDMI кабель бонусом. У меня их и так уже до хрена, но лишним не будет. Есть поддержка HDR10+. Срок службы заявлен 100 тысяч часов. Проектор полностью герметичен и пылезащищен. Оптический блок полностью закрыт, присутствует активное охлаждение и защита от пыли. Инженеры обещают высокую яркость на 2300 ANSI люмен и коэффициент контрастности 20 тысяч к 1. По идее, это очень высокое значение, которое демонстрирует глубокий черный цвет, улучшает детализацию в темных сценах, обеспечивает плавные переходы цветов, ну и общую реалистичность изображения. Хочется верить, что эти цифры не врут, и камера, на которую я снимаю этот обзор, будет в состоянии все это передать. Ну и самое интересное, что здесь заявлено, наличие искусственного интеллекта в вопросах оптимизации визуальных эффектов, а также свежий обновленный автофокус с коррекцией искажений на основе все того же ИИ. Эта машина сама все делает, чтобы кожаные ублюдки лишний раз не напрягались с настройками. Расстояние проекции от 1,7 до 4 метров, и мы в состоянии установить размер изображения от 50 до 200 дюймов. Твою ж мать, мой телевизор 65, и это уже более чем достаточно для меня, клянусь. Больше это уже будет чересчур, потому что дальше, чем 2 метра и 70 сантиметров, я не могу отдалиться от экрана. Уровень погружения в контент и так зашкаливает. Ну что ж, тогда сейчас на стенку будем до 100 выкручивать, потому что 200 это явно не для той комнаты, в которой я сейчас снимаю. Включаем. Кстати, чтобы записать нормально этот обзор, мне пришлось перевернуть нахрен всю комнату, сделать временную перестановку, потом буду все по местам расставлять. Так как это Android, сначала нужно поставить все необходимое ПО, проигрыватели, ускорятель устаревших серверов YouTube, которые Google почему-то не обновляет в нашей стране. Ох уж этот Google, ай-яй-яй. Ну и поставить пару-тройку кинотеатров, так по мелочи. Войти во все аккаунты, словом сделать устройство во всех смыслах готовым к работе. Проекторов у меня еще не было, я поставил его сначала на расстояние 1,5 метра и как дебил уже начал пытаться увеличить изображение. Я клацал по кнопке масштаба со словами «увеличивайся, давай, ну давай». Вперед! Лети! Распространяйся! Приказываю! Вперед! Пошел! Пошел вперед!
Я вовсе забыл, что расстояние имеет значение. Чтобы изображение стало больше, нужно отставить дальше. Уперся в 3 метра, дальше меня не пустила стенка, и как бы вот оно. Изображение четкое, за пару секунд все идеально фокусируется, причем проектор понимает, если ты его перемещаешь, и автофокус происходит автоматически. Есть, конечно, и ручная настройка, но она тут нахрен не нужна, ведь точнее, чем он сам, поверь, друг мой, ты все равно не сделаешь. Погнали тестить. Слушай, цвета реально достаточно контрастные, насыщенные. По ощущениям, на стене сейчас действительно дюймов 100, может даже больше. Кстати говоря, обои у меня на стене белые, одноцветные, но имеют небольшую текстурку, которую может быть видно. То есть, если установить экран для всего этого дела, то будет еще четче. Вставляем съемный жесткий, запустим какой-нибудь фильмец. Например, «Сорви голова, рожденный заново». Но после тестов с видосами на ютубе я не сомневался, что и с прямым запуском с устройства через проигрыватели все будет достойно. Ну а если есть желание, всегда можно отрегулировать самостоятельно под свои предпочтения. Ребят, это же здорово. Мы берем эту штуку куда хотим. Пользуемся как автономным устройством по Wi-Fi, который я также проверил. Все работает. Либо подключаем внешние носители. Напоминаю, это всеядный Android. Любая диагональ, всего 2 килограмма, но момент настал. Пожалуй, я сам ждал, когда уже наконец дело дойдет до тестов игры, так как я последние почти 3 месяца монтирую обзор на Resident Evil Requiem, не знаю, может даже он уже вышел или вот на днях выходит. Этой игры в моей жизни стало уже очень много, я включаю ее. Получается, что придется ее еще раз перепройти, уже на проекторе, потому что это небо и земля, друзья. Я понимаю, всему свое время, а главное место, но после такого размера у меня нет особо желания втупливаться в монитор. Да по сути, играю за ПК я только на стримах, запускать трансляцию с телевизора не очень удобно, все же нужен удобный стол, стул, посадка, расстояние, чтобы на вебке меня было также нормально видно, а с телевизором, который стоит в специальном месте для телевизора, этого добиться очень непросто. Но для самого себя я однозначно буду использовать проектор, можно будет даже экран для него прикупить дюймов на 120. Вот кто бы что ни говорил, но уровень погружения действительно зависит от размера экрана. Ну и плюсом я уже очень давно не хожу в кинотеатры, начиная с малых лет было очень большое количество посещений, сейчас уже к своему возрасту этой темой я перегорел. Но если дома есть проектор, то дома, считай, есть кинотеатр. Ну и последний тест. Чтобы еще больше увеличить размер изображения, я вывалился в коридор, оттащил туда стол, поставил туда проектор и из коридора жахнул проектор на эту же стену в комнате. Получилось расстояние еще примерно плюс 60 сантиметров дальше от того, что было. Абсолют Cinema, то есть если и до этого было много, то сейчас можно сказать прям в избытке. Как обещал, ставлю вам звук прямо из динамика проектора. Признаюсь, по звуку ожидал худшего, но он звучит
звучит очень недурно, плюс громко. По желанию подключаются любые динамики или беспроводные устройства через Bluetooth. Также при необходимости можно запустить и экран вашего телефона по технологии беспроводной трансляции экрана Miracast. Штука работает напрямую через Wi-Fi. Господи, какой же бардак я здесь устроил, сейчас будет уборка. Проекторы есть за самую разнообразную цену. Есть в 2 раза дешевле этого, есть и в 5 раз дороже. Зависит от ваших требований, предпочтений. Обращаю ваше внимание, что этот проектор по моим скромным меркам стоит куда дороже, чем за него просят. Да и вы сами в общем все видели. Но это еще не все. По моему персональному промокоду вы можете взять эту штуковину на $10 дешевле, и это предложение действует до 30 июня, почти целый месяц. А ссылку на официальную страницу с AliExpress и сам промокод оставляю для вас в описании к этому видео. Уверяю, то, что снято на видеокамеру, это одна тема, но здесь в реале, когда ты смотришь лично сам без посредников, все действительно умножается в несколько раз. Моя камера в любом случае не всесильна, и уже на монтаже я вижу, что не передает 100% того, что я вижу своими глазами. Короче говоря, я убежден, что вы не пожалеете. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо, что посмотрели. Увидимся на стримах и в новых видео. Пока-пока.